Это Lagi News, и с вами Кристина. Сегодня мы будем поддерживать тренд и делать сквиши разными способами. Я нашла несколько рецептов, и сегодня мы проверим некоторые из них и сделаем такие кавайные, классные игрушечки антистресс. Итак, поехали! Первый рецепт сквиши будет из спонжа для макияжа. Я беру пару и склеиваю их друг с другом. Они моментально схватываются. С помощью коричневой краски окрашиваю будущий тортик. Краска быстро проникает внутрь, и наша вкусняшка приобретает аппетитный шоколадный цвет. Откладываем сохнуть минут на 15. В строительном магазине я купила белый силиконовый герметик. Стоил он порядка 100 рублей. Он нам еще сегодня пригодится, так что не убираем далеко. Я создаю беленький крем сверху и на бачке. И не забываем про вкусную прослойку. Пока герметик не застыл, украшаем вкусняшками, бусинками или, как я использую, настоящую сахарную посыпку. Сохнет такая красота около часа, но может и быстрее, это зависит от вашего герметика. Можно играться как с игрушкой антистресс или прицепить веревочку и сделать брелок. Для следующего сквиш-рецепта нам понадобится губка, желательно белая или светлых оттенков. С помощью ножниц я придаю ей форму хлебушка и раскрашиваю в разные цвета. У нас будет радужный хлебушек. После того, как все высохнет, добавляем кавайную мордашку, можно чем угодно, красками или маркерами. Я решила использовать лак для ногтей. Очень простая и быстрая антистресс игрушка. Для этой идеи нам снова нужен будет герметик. В тарелочку наливаем любое масло, я использую подсолнечное, и выливаю туда массу. Нам нужно две детальки. Делать мы будем яишенку, поэтому нужно будет слепить белочек и отдельно желток. На белке продавливаем пальчиком ямку и оставляем высыхать. Скажу сразу, этот рецепт для тех, кто умеет ждать. Детальки сохнут очень долго, в зависимости от размера. Мои сохли 3 дня. Масло не дает сквиши сохнуть быстро, поэтому нужно время. Теперь можно раскрашивать. Раскрашиваем желток, смешивая желтый и оранжевый цвет. На место ямки выдавливаем немного герметика и приклеиваем желток. Для реалистичности я прохожусь губкой с коричневой краской по краю белка, чтобы создать эффект, что яишенка только что со сковородки. После высыхания можно играть. Получилось очень реалистично, мне нравится. Желточек хорошо мнется, белок тоже классный. Можно даже разыграть друзей, положив игрушку в сковородку. Прикольный пранк получится. -1, очень долго сохнет. А так, все круто! Вот еще один способ сделать такую сквишу, только гораздо быстрее. Таким способом я уже делала чехлы для телефонов, кликните на подсказку сверху экрана, там очень милые идеи. Нам нужен все тот же герметик, только выкладываем его не в масло, а в крахмал. Я буду делать голову единорожка. Скатываем шарик, вылепляем из него ушки и рожок. Отдельной деталькой я скатываю носик и оставляю сохнуть. Эти детальки сохнут около часа. Приклеиваю носик с помощью герметика и раскрашиваю рожок. Рисую глазки и ушки. Приклеиваем гриву. Можно, конечно, обойтись и без нее, как вам угодно. В принципе, все. И без масла сквиша хорошо тянется и мнется. Так что, не знаю, есть ли смысл добавлять масло, если с крахмалу получается быстрее и проще. В общем, решать вам. Для этой идеи
нам нужна губка. Я уже купила круглую оранжевую губку, стоила она около 20 рублей. Если губка другого цвета, то сначала окрасьте ее в цвет пончика. Я еще немного подравниваю края, чтобы выглядело более реалистично. И, конечно, серединку нужно вырезать, ведь мы делаем нашу сквишу пончик. Я вообще хотела купить легкий пластилин и видела в интернете рецепты именно с ним. И многие говорили, что он продается в любом детском магазине. Я обошла все детские и творческие магазины города, и никто о нем даже не слышал. Видимо, весь этот пластилин просто заказывали через интернет. Обидно. Так что, если вы тоже не живете в крупном городе, делайте как я. Распределяем белый герметик по всему верху, сильно заходя за края. Создаем форму крема. И да, наденьте перчатки. Я думала, что справлюсь без них, но герметик с рук отмывается очень непросто. Пока герметик еще не застыл, посыпаем цветной посыпкой. Я еще добавляю блестящий цветной гель для творчества. Сохнет все это очень быстро. Крутая сквиша получилась, особенно вместе с единорожкой. Выглядит как настоящий пончик с кремом. Этот способ, я думаю, уже многие знают благодаря Афинке, так что попробуем и его для разнообразия. Сворачиваем лист пополам и рисуем кавайную мордашку. У нас будет милый котик. Получаем две детальки. Со всех сторон ламинируем игрушку с помощью скотча. Края тоже заклеиваем, оставляя только верхушку. Теперь нужен наполнитель. Я предлагаю добавить что-нибудь шуршащее, например, упаковку от губки. Режем на мелкие кусочки и кладем внутрь. Заклеиваем сверху. Шуршит прикольно и нервишки успокаивает. Это, пожалуй, самый бюджетный и простейший вариант, который может сделать абсолютно каждый. Если подвести итог, то нравятся абсолютно все варианты. Каждый по-своему интересен и получилось в итоге здорово. Но если выбирать любимчика, то, наверное, я отдам предпочтение пончику. Он прост в создании и очень похож на настоящую игрушку антистресс, как в магазине. Плюс делается он быстро, а сам процесс создания доставляет огромное удовольствие. А какая сквиша понравилась вам? Пишите об этом в комментариях. Напишите в комментариях, какой из этих способов показался вам наиболее приемлемым и интересным. И, может быть, вы уже делали сквиши. И напишите в комментариях, какие именно и из чего. Мне будет очень интересно почитать. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого. Пока!